Мы много раз совершали с вами, дорогие зрители, туры на далекие экзопланеты. Каких только не встречали удивительных миров. Но ученые с помощью продвинутых технологий находят все новое. Только что астрономы представили невероятного небесного феникса. В честь легендарной птицы, восставшей из пламени, они назвали экзопланету TIC 365-102-760b. Этот газовый гигант существует буквально бок о бок со своей звездой. Редкая планета не превратилась бы в обугленный шар от интенсивного излучения столь близкого светила. А Феникс, по какой-то причине, отрастил рыхлую атмосферу, и все ему нипочем. Как космическим путешественникам не пропустить подобные диковинки и выбрать те из них, которые особенно интересны? А в этом наверняка поможет научная классификация экзопланет. Хотите узнать, какие вошли в категорию пушечных ядер, а другие ухитрились записаться в пульсары? Давайте познакомимся со всеми классами экзопланет и, конечно, совершим полет к самым потрясающим из этих миров. Казалось бы, с классификацией планет история проста. Твердая Земля, газовый Юпитер, ледяной Нептун. На самом деле, даже в пределах Солнечной системы все не так однозначно. Ученые только недавно определились с самим понятием термина «планета». В античных государствах планеты считали блуждающими звездами и включали сюда все небесные тела подряд. От Солнца и Луны до комет и астероидов. К концу XIX столетия слово «планета», так и не получив четкого определения, тем не менее, стало удобным, распространенным термином. Он применялся только к объектам Солнечной системы. Их было известно так мало, что все различия могли рассматриваться в индивидуальном порядке. Ситуация изменилась в 1992 году, когда астрономы выявили объекты сначала за орбитой Нептуна, а затем и вокруг других звезд. Эти открытия не только увеличили количество потенциальных планет, но также расширили многообразие их характеристик. Некоторые оказались достаточно велики, чтобы быть звездами, а некоторые меньше нашей Луны. Эти открытия вызвали многочисленные споры о том, что такое планета. В 2006 году Международный астрономический союз огласил свое решение по этой проблеме. Правда, новое определение относится только к Солнечной системе. Планетой назвали тело, вращающееся вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы иметь шарообразную форму под воздействием собственной гравитации. Кроме того, оно должно очистить свою орбиту от других объектов. В соответствии с этим Плутон переведен в карликовые планеты. Помимо Плутона были обнаружены и другие карликовые планеты, в том числе Эрида, Церера, Макемаке. Ну а полноценные планеты Солнечной системы классифицируются преимущественно по своему составу. Скалистые представляют собой плотные небесные тела, состоящие из камня и металлов. К ним относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Газовые планеты – большие объекты, которые вращаются быстрее Земли. У них очень плотная атмосфера, генерирующая сильные магнитные поля и много спутников. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – газовые миры. Но это еще не все. Планеты также классифицируются по их расстоянию от Солнца. Внутренние расположены ближе к нашей звезде, до пояса астероидов. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Внешние, самые удаленные от Солнца планеты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. То есть, как видим, обе классификации совпадают. Скалистые планеты являются внутренними, а газовые – внешними. Но подходит ли это для экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд? Найти их ученым долго не удавалось. Экзопланеты относительно маленькие и тусклые, потому сами не светят и только отражают излучение звезд. Причем очень яркие светила могут затмевать своим сиянием планеты и мешать наблюдениям. Из-за этого рассмотреть такие миры очень трудно, просто наблюдая за небом в телескоп. Чтобы их заметить, астрономы предварительно блокируют свет звезды с помощью специального прибора – коронографа. Таким образом, обнаружено около 3,9% от всех известных экзопланет.
Так недавно они засекли нужный объект в удивительной звездной системе HIP-81208 на расстоянии 485 световых лет от Земли. Она состоит из голубого гиганта, красного и коричневого карликов. Это очень молодая компания возрастом всего в 17 миллионов лет. Астрономы не рассчитывали на то, что юные звезды успели обзавестись планетами, но оказалось, что минимум одной из них это удалось. Вокруг красного карлика вращается настоящий супергигант. По оценкам исследователей, он превышает массу Юпитера примерно в 15 раз. Еще меньше всего 0,93% экзопланет открыли методом периодических пульсаций. Он касается исключительно миров, вращающихся вокруг пульсаров. Эти нейтронные звезды посылают импульсы электромагнитного излучения с регулярной частотой, как самые точные часы. Если астрономы замечают хоть малейший сбой тайминга, то, скорее всего, им удалось напасть на след экзопланеты. Таким способом, в 1992 году как раз обнаружили самую первую в истории астрономии экзопланету. Это знаменитый полтергейст, который вращается вокруг миллисекундного пульсара. Метод астрометрии дает примерно аналогичные результаты. Он тоже основан на колебаниях звезд, только обычных. Под действием планеты или планет звезда как бы дрожит. Если звездная система повернута к нам плоскостью, то можно засечь колебания светила относительно других. Чтобы уловить еле заметную звездную дрожь, астрономы постоянно фотографируют участок неба, где расположено нужное Солнце, а также опорные светила. Если основная звезда меняет положение относительно других, то можно говорить о наличии у нее планетной системы. Метод считается достаточно сложным и требует очень точной оптики. Но у астрометрии есть преимущество. С ее помощью довольно легко рассмотреть объекты с большими орбитами. Подобным методом открыто около 14 экзопланет, что составляет примерно 0,3% от их общего числа. Недавно астрономы наблюдали за ультрахолодным красным карликом TVLM 513 в 35 световых годах от Земли. Им удалось зарегистрировать смещение положения звезды. Ученые пришли к выводу, что вокруг нее движется экзопланета с периодом вращения около 220 дней. По оценкам исследователей, это объект массой примерно в треть Юпитера, что позволяет сравнить его с Сатурном. Следующий метод гравитационного линзирования гораздо более эффективен. Он дал возможность открыть около 3,5% от всех известных экзопланет. Этот удивительный способ позволяет превратить звезды в такие себе гигантские лупы, с помощью которой можно рассмотреть крошечные тусклые экзопланеты. Суть в том, что между звездой с планетами и наблюдателем должно находиться еще одно светило. Тогда гравитация этого второго Солнца играет роль линзы, фокусируя свет, и дальние экзопланеты становятся видны. Таким образом, например, обнаружен холодный Нептун MOA 2009 BLG 319b, вращающийся вокруг красного или оранжевого карлика в созвездии Стрельца. Пока об экзопланете мало что известно. Предполагается, что на ней царит жуткий холод. Ученые продолжают изучение этого мира. Ну а мы рассмотрим метод радиальных скоростей, или метод Доплера, который принес астрономам гораздо больший улов. Он позволил открыть около 19,4% экзопланет. В чем суть этого метода? Когда планета чуть раскачивает звезду своей гравитацией, астрономы наблюдают смещение спектральных линий. После анализа изменений в спектре звезды астрономы могут засечь экзопланету. Одной из последних таким способом обнаружена HD 85512b, находящаяся в 36 световых годах от Земли. Экзопланета в 3,6 раз массивнее Земли, и у нее предположительно водяное ядро. Этот мир находится в 4 раза ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Однако его оранжевый карлик светит в 8 раз слабее нашего желтого. Потому HD 85512b попадает в зону обитания звезды.
На ней может оказаться вполне комфортная температура в пределах около 25 градусов Цельсия. Но какая же технология наиболее успешна? У нас остается 72% всех известных экзопланет, а это тысячи чудесных миров. Всех их позволил обнаружить транзитный метод. Суть его в следующем. Если вокруг светила вращается планета, то астрономы периодически замечают нечто вроде затмения Солнца. Яркость звезды идет на спад, когда планета перекрывает ее свет для наблюдателя. Газовый гигант TRES-4AB на расстоянии 1600 световых лет от Земли обнаружен именно во время транзита на фоне звезды. TRES-4AB вращается вокруг яркого желтого карлика, который примерно в 1,18 раза массивнее Солнца. Исследования показали, что планета похожа на огромный гелиевый шар. Ее радиус в 1,7 раза больше, а масса в 2 раза меньше, чем у Юпитера. Такое соотношение указывает на чрезвычайно малую плотность гиганта. По сравнению с TRES-4AB Юпитер очень крепко сбит. По мнению астрономов, рыхлой экзопланету сделала ее звезда. TRES-4AB вращается буквально плечом к плечу со своим желтым карликом. Их разделяет расстояние всего в 0,05 астрономической единицы, то есть экзопланета расположена в 7 раз ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Из-за низкой массы и высокого нагрева планета не в состоянии удержать атмосферу своей гравитацией, а саму себя от расширения. В результате газовый гигант постоянно надувается, как воздушный шар, и тут же его атмосфера улетучивается в космос. Это фантастический мир, и космическим путешественникам при полете туда нужно приготовиться к фото- и видеосъемке. Атмосфера, которую сдувает с TRES-4AB, тянется за ней в форме яркого причудливого хвоста, так что снимки получатся потрясающими. Экзопланеты, которые удалось обнаружить всеми этими методами, оказались очень разнообразными по размеру и массе. Они уже не укладывались в схему деления на газовых гигантов и небольшие скалистые миры, как в Солнечной системе. Так что для экзопланет астрономы разработали по данным параметрам более широкую классификацию. Ее открывают супер-Юпитеры. Это настоящие колоссы в семействе планет, которые более массивны, чем наш Юпитер. Порой такие объекты достигают просто немыслимых размеров, как экзопланета бета-живописца B. По радиусу она в 1,45 раза больше газового гиганта Солнечной системы и в 11 раз массивнее. Несмотря на внушительные размеры, обнаружить гиганта оказалось невероятно трудно. Планета замаскирована плотным слоем пыли диска своей звезды, к тому же она очень тусклая. Бета-живописца B получает от светила в 10 раз меньше света, чем Земля от Солнца. Она находится на расстоянии 9,1 астрономической единицы от родительского светила. Примерно настолько же Сатурн удален от Солнца. Этот газовый гигант подкинул ученым множество загадок. Как выяснилось, температура на экзопланете составляет примерно 1327 градусов Цельсия, но такого быть не должно. Бета-живописца B находится далеко от своей звезды и не должна разогреться, как печь. Ученые склоняются к версии, что на планете скапливается и долго сохраняется внутреннее тепло, благодаря ее огромной массе и плотному пылевому покрывалу. В следующую категорию входят гигантские планеты по размерам, сопоставимые с нашим Юпитером. Чаще всего они состоят в одном из газов – водорода, гелия или льдов, летучих веществ, таких как вода, метан и аммиак. Но подобные планеты могут быть и каменными, попадая в категорию мегаземель. Однако независимо от их основного состава, гиганты обычно имеют толстые атмосферы из водорода и гелия. Отличным примером таких объектов может служить WASP-76b, газовый гигант из созвездия Рыб на расстоянии в 390 световых лет от Земли. Его масса немного меньше, чем у Юпитера. Родительская звезда планеты, раскаленный бело-желтый карлик, превратила свой мир в настоящий огненный кошмар.
На его поверхности испаряются и превращаются в газы все металлы, так что мы во время космического путешествия лучше взглянем на ВАСП-76Б мельком и издалека, а затем поскорее отправимся к более гостеприимным мирам. Следующими в классификации идут Нептуны, которые значительно меньше гигантов. Самые большие из них — супернептуны, более массивные, чем планета Нептун Солнечной системы. Они обычно описываются как миры примерно в 5-7 раз больше Земли и массой 20-80 земных. Немного уступают им экзопланеты Нептуны, по массе подобные Урану или Нептуну. Их разновидность субнептуны – планеты с меньшим радиусом, чем у нашего Нептуна, но зачастую с большей массой, чем у него. Такие планеты – большая редкость. Ученые называют этот пробел Нептуновой пустыней, причина которого пока не ясна. Так что открытие Нептуна TOI 332b астрономы посчитали огромной удачей. Экзопланета вращается вокруг оранжевого карлика на расстоянии 727 световых лет от Земли. Физические свойства этого мира и расстояние между ним и родительской звездой также поразили ученых. Это самая плотная экзопланета из всех известных Нептунов. Моделирование предполагает, что он имеет огромное железное ядро, каменистую мантию и тонкую атмосферу из водорода и гелия. Но объект с подобным ядром должна прикрывать толстая атмосфера, как у Юпитера, куда же экзопланета дела большую часть своего покрывала. Возможно, атмосфера истончилась из-за экстремального облучения, которое небесное тело получает от своего близкого оранжевого карлика. TOI 332b совершает оборот вокруг звезды за 18,72 часа. Также не исключено, что небесное тело мигрировало по своей системе, теряя атмосферу по мере того, как приближалось к звезде. Или ее покров сорвало и унесло в космос при столкновении с другим небесным телом. Наконец, может быть, что у экзопланеты никогда не было атмосферы, пока ученые выбирают самый верный вариант. А мы познакомимся с уменьшенной версией Нептунов мини-Нептунами. Их также называют газовыми карликами или переходными планетами. В данную категорию входят объекты массой в 10 земных, но менее массивные, чем Уран и Нептун. По предложениям ученых, они имеют толстые водородно-гелиевые атмосферы, вероятно, с глубинными слоями изо льда и камня. Или же их покрывают удивительные жидкие океаны из воды, аммиака, либо смеси того и другого. Недавно ученые обнаружили сразу 3 мини-Нептуна в системе TOI 2076, ближняя к звезде TOI 2076b, примерно в 3 раза больше Земли и совершает полный оборот по орбите каждые 10 дней. При этом она получает в 400 раз больше ультрафиолетового излучения от своего красного карлика, чем Земля от Солнца. Внешние миры TOI 2076c и d в 4 раза превосходят по размерам нашу планету и тоже держатся буквально за руку своей звезды. Период их вращения вокруг светила составляет около 17 дней. Все планеты по возрасту тинейджеры, то есть они далеко не новорожденные, но еще не взрослые. Какая судьба их ждет так близко от звезды, астрономы сейчас пытаются выяснить на основе моделирования. А мы посмотрим на те экзопланеты, которые относительно похожи на наш мир. У них твердая каменистая поверхность, и их называют землеподобными. Самые большие из этих объектов — суперземли, массой превышающие нашу планету, но они менее массивны, чем Уран и Нептун. Недавно ученые нашли один из уникальных миров в созвездии Индейца на расстоянии 48 световых лет от Земли. Это суперземля LHS 3844b, или, как ее еще называют, Куакуа. Одно полушарие экзопланеты всегда освещено, а на другом царит тьма. Гравитация близкой звезды красного карлика не дает LHS 3844b вращаться вокруг своей оси. Этого раньше не наблюдалось в отношении землеподобных миров. Но главная загадка Куакуа даже не в этом.
Вращаясь практически в обнимку со своей звездой, экзопланета должна быть настоящим пылающим адом. Между тем, моделирование показывает, что температура на ее суперземле достаточно прохладная. Ученые предполагают, что все дело может быть в особенностях орбиты Куа-Куа, а также некоторые данные в наблюдениях указывают на присутствие рядом газового гиганта, который может ослабить нагрев LHS 3844b. Суперземли, наоборот, существенно меньше по массе Земли и Венеры. Из тех, что удалось найти астрономам, самой маленькой является Кеплер-37b. Это планета-лилипут диаметром 3900 километров, даже меньше Меркурия, почти такого же размера, как Луна. Астрономы считают большой удачей, что им удалось рассмотреть столь мизерный объект в созвездии Лира на расстоянии 210 световых лет от Земли. Возможно, здесь помогла близость планеты к родительской звезде. Кеплер-37b вращается на расстоянии 1/10 астрономической единицы от своего желтого карлика, то есть этот мир в 10 раз ближе к светилу, чем Земля к Солнцу. Один оборот вокруг материнской звезды планета совершает за 13,4 дня. Такие близкие отношения с горячим желтым карликом делают планету Лилипута очень негостеприимным миром. Средняя температура ее поверхности составляет около 425 градусов Цельсия, что сравнимо с Меркурием. Поверхность этого предположительно каменистого мира не прикрыта атмосферой, которую сдул звездный ветер, и экзопланета просто тонет в потоках излучения желтого карлика. Как видим, орбиты — очень важная характеристика экзопланет. В связи с этим ученые ввели их отдельную классификацию по орбитальному режиму. Давайте посмотрим, какие категории выделяют астрономы. Начнем, пожалуй, с очень горячих штучек, вернее, штуковин, которые даже в планетарном масштабе невероятно велики. Это горячие Юпитеры, огромные газовые планеты, которые безумно раскалены. Наш Юпитер вращается на расстоянии 5,2 астрономических единиц от Солнца, и потому он прохладный. А некоторые из его космических собратьев просто плавятся от жара из-за своих орбит. Эти гиганты вращаются очень близко, примерно от 0,015 до 0,5 астрономических единиц от родительских звезд. Астрономы уже идентифицировали более 400 горячих Юпитеров. Экзопланета Кельт-9b в созвездии Лебедь на расстоянии в 620 световых лет от Земли, среди них рекордсмен по температуре. Ее поверхность горячее многих звезд и достигает показателей 4300 градусов Цельсия. Также в эту категорию входят горячие Нептуны, массы близкие к Урану и Нептуну Солнечной системы. Они тоже вращаются очень близко к своим звездам, обычно на расстоянии менее 1 астрономической единицы. И, конечно, эти миры невероятно разогреты жаром светил. Правда, как мы говорили, в целом Нептуны редко попадают в поле зрения астрономов. Более далекий и извилистый путь зачастую выбирают планеты, которые вращаются вокруг двух звезд. Астрономы нашли уже немало таких невероятных миров. Недавно они сделали настоящий подарок поклонникам киноэпопеи «Звездные войны». Ученые засекли звездную систему, где сразу пара объектов повторяет путь Татуина, родной планеты Люка Скайуокера. Небесные тела вращаются вокруг двух звезд в созвездии Живописца на расстоянии 1320 световых лет от Земли. Во время путешествия на эти планеты мы полюбуемся разноцветными двойными восходами и закатами обоих светил. Одно из них — бело-желтая звезда размером чуть больше Солнца, а другое — небольшой красный карлик. Первая из пары экзопланет была найдена Тои 1338b, которая по размеру представляет собой что-то среднее между Нептуном и Сатурном, а массой примерно в 22 раза превышает Землю. Расстояние от Тои 1338b до звезд составляет 0,36 астрономической единицы. Она совершает оборот вокруг светил за 95 дней. Вторым в поле зрения телескопов попал газовый гигант BOP-1c, массой в 65 раз больше Земли, но он в 5 раз меньше Юпитера.
Планета находится на расстоянии 0,79 астрономической единицы от звезд. На то, чтобы совершить оборот вокруг светил, у BOP-1C уходит 215 дней. Но если любители фантастики увлекаются татуинами, то для ученых самая желанная добыча – планеты в обитаемой зоне звезды. Эту область еще называют зоной Златовласки, имея в виду, что условия там в самый раз для жизни. Рано или поздно исследователи надеются обнаружить на подобной экзопланете каких-либо существ. Возможно, они прячутся от земных телескопов на пятой от звезды экзопланете в системе L9859 на расстоянии 35 световых лет от нас. Это небесное тело массой 1,6-3,1 земной находится в обитаемой зоне светила. Правда, орбита экзопланеты проходит необычно близко к звезде, и год на ней длится всего 23 дня. Но L9859 освещает относительно прохладный красный карлик. Это расстояние до звезд подобного класса считается как раз оптимальным. На пятой планете системы L9859 может оказаться не слишком жарко и не слишком холодно для поддержания воды в жидком состоянии, а это считается одним из главных критериев обитаемости планеты. Но если вы хотите побывать в более экзотическом месте, то следует обратить внимание на планеты-пульсары. Они, как следует из названия, находятся в системе пульсара или быстро вращающейся нейтронной звезды. Правда, планетные системы формируются у таких светил крайне редко, не более 1 на 200 пульсаров. Почему планеты не хотят жить совместно с этими резвыми светилами? Большинство сценариев требует, чтобы предшественником в подобной системе была двойная звезда, где один из компаньонов намного массивнее другого. К тому же такой мир должен еще пережить сверхновую, породившую пульсар. Оба этих условия редко соблюдаются, потому планеты-пульсары представляют собой скорее исключение из правил. Кроме того, планеты и их орбиты должны выдерживать мощное энергетическое излучение, испускаемое пульсарами. В эту дьявольскую смесь входят рентгеновские и гамма-лучи, а также энергетические частицы, которые называют пульсарным ветром. Особенно страшный коктейль из смертоносных лучей астрономы наблюдают в системах миллисекундных пульсаров. Это старые нейтронные звезды, которые раскручены до безумных скоростей за счет накопления массы от компаньона. Тем не менее, все известные планеты-пульсары расположены в системах именно таких нейтронных звезд. В Млечном Пути их может быть до 10 миллионов, но это теоретически, а в реальности планет-пульсаров пока известно немногим более 10. В их число входит экзопланета PSR B162026b или Мафусаил из созвездия Скорпиона в 12400 световых годах от нас. Она невероятно долго делит свою судьбу с нейтронной звездой. Эта экзопланета, по некоторым оценкам, самая старая из всех известных, возрастом около 12,7 миллиарда лет. И все это время она вращается в системе с парой экзотических звезд, одна из которых – миллисекундный пульсар, а вторая – белый карлик. Сейчас пожилая космическая троица мирно движется по небу, но со временем все может измениться. В данный момент компания медленно дрейфует к центру скопления М4, где плотность звезд невероятно высока. Там тройку долгожителей на каждом шагу будут подстерегать опасности, столкновения с другими небесными телами, сверхновые, мощные гамма-взрывы. Велика вероятность, что PSR B162026b быстро попадет там в какую-то катастрофу и закончит свой жизненный путь. То же самое можно сказать о планетах-изгоях. Их будущее полно опасностей, ведь у этих небесных скиталиц вообще нет орбит. Они просто свободно плавают по космосу, куда придется. Ничто не освещает их путь, ведь странницы не связаны со звездами. Холод, тьма, вечное одиночество – удел этих космических бродяг. Небесные изгои не сами выбрали подобную судьбу. Некоторые сумели сформироваться аналогично звездам из облаков газа и пыли, а другие образовались как обычные планеты в протопланетном диске своей звезды, но потом их выбросило из родного гнезда
в результате какой-то катастрофы, удара астероида, столкновения планет. И знаете, такое случается намного чаще, чем можно предположить. По крайней мере, прогноз НАСА просто ошеломляет. Эксперты космического агентства считают, что по нашей галактике склоняется примерно 1 триллион небесных бродяг. Конечно, они все равно не теснятся в Млечном Пути друг у друга на голове. Места хватает всем, и космос в целом остается пустым, разреженным пространством. Так что планеты-изгои могут по полной наслаждаться свободой на этих просторах. И, может, некоторые из них не так уж одиноки. Ученые из Калифорнийского университета считают, что за счет внутреннего тепла отдельные страницы могут поддерживать под своей поверхностью океан жидкой воды. Не исключено, что в его водах обитают простейшие существа. Одним из таких изгоев, который недавно попал в поле зрения астрономов, является планета ОТ-44. Сейчас она дрейфует по пространству в 550 световых годах от Земли, в созвездии Хамелеон. Странная скиталица в 11 раз превышает массу Юпитера и, возможно, имеет диск из пыли, камня, а также льда. Но вся плеяда Юпитеров, Нептунов, Земель отличается друг от друга не только орбитой. У них очень разные физические и химические характеристики, а также состав. Порой они настолько отличаются от миров Солнечной системы, что кажутся просто выдумкой писателей-фантастов. Впрочем, давайте посмотрим сами. Вот какие классы экзопланет выделяют астрономы. Самые близкие к нашему миру — силикатные планеты, которые еще называют небесными телами земной группы. Они обладают высокой плотностью и состоят преимущественно из силикатной материи, которая покрывает железное ядро, а также коры. Эти планеты в Солнечной системе нам отлично известны. Меркурий, Венера, Марс и, конечно, наша Земля. Но все они по составу далеко не близнецы. У Меркурия, например, нет коры, которая разрушена в результате безумной метеоритной бомбардировки. А Земля отличается высокой химической дифференциацией веществ и широким распространением гранитов в коре. Астрономы уже обнаружили немало силикатных экзопланет за пределами Солнечной системы. Одна из самых удивительных — газовый гигант HD 189-733b. Этот мир раскален как печь, однако космические путешественники рискуют, что там их завалит снегом. Как такое может быть? Весь секрет в том, что снежинки на HD 189-733b будут не из замерзшей воды, подобно земным. По мнению ученых, они состоят из силиката магния, минерала, который обычно находят в земной коре. Исследователи пришли к выводу, что в нижних слоях атмосферы газового гиганта при температуре свыше 1000 градусов Цельсия силикаты переходят из твердого в газообразное состояние. Затем газы поднимаются вверх, где прохладнее, и вновь затвердевают. Так силикаты формируют своеобразные хлопья снега, а сильные ветры, которые постоянно дуют на HD 189-733b, накрывают планету снежными бурями. Углеродные планеты, предположительно, тоже относятся к земному типу, но в отличие от силикатных они образуются в протопланетных дисках, богатых углеродом и бедных кислородом. Астрономам пока доподлинно неизвестно, существуют ли в реальности подобные миры, хотя есть предположение, что к ним относится 55 рака И или Янсен, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Эта экзопланета вообще может оказаться настоящим космическим сокровищем. Правда, попав туда, мы не увидим сияющего блеска изумрудов или бриллиантов. Тем не менее, драгоценности будут всюду, куда мы не ступим. Углерод, которым богата планета благодаря огромному давлению и температуре 2700 градусов Цельсия, превращается в алмаз. Ученые полагают, что вся внутренняя часть представляет собой сплошной драгоценный камень невероятного размера. Железные планеты, конечно, нельзя назвать сокровищницами, но и им есть чем нас удивить. Этот тип объектов в основном состоит из богатого железом ядра с небольшой мантией или вообще без нее. Меркурий как раз из их числа. Но в масштабах Вселенной эти миры, вероятно, намного разнообразнее.
Планеты, полные железа, могут быть остатками обычных силикатных каменистых планет. Их скалистые мантии сорваны гигантскими ударами при столкновениях с различными небесными телами. Но в любом случае подобные объекты меньше и плотнее, чем другие типы планет аналогичной массы. У них нет тектоники плит и сильного магнитного поля, поскольку они быстро остывают после формирования. В научной фантастике такие планеты окрестили за их тяжесть пушечными ядрами, и астрономы тоже иногда используют это меткое название. Такие небесные тела совсем не похожи на Землю. Вода и железо нестабильны в геологических масштабах времени, так что влажные железные планеты в зоне Златовласки могут быть покрыты озерами карбонила железа и иными экзотическими летучими веществами, а не водой. Железный характер может иметь горячая экзопланета Gliese 367b из созвездия Вела в 30 световых годах от нас. Из-за близости к своей звезде экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем Земля от Солнца. Дневная температура на ней составляет около 1455 градусов. Из-за жары Gliese 367b потеряла атмосферу и внешние силикатные слои. Ее чрезвычайно плотное ядро из железа и никеля составляет около 91% массы планеты, а ее общая плотность примерно вдвое больше, чем у Земли. Впрочем, планеты могут представлять из себя нечто еще более невероятное. Одно голое ядро. Эти миры называются хтоническими, и большинство их, вероятно, в прошлом были газовыми гигантами, но некоторые злые силы безжалостно содрали с них всю атмосферу, оставив голые ядра. Так жестоко с этими мирами расправились собственные звезды, к которым экзопланеты подошли слишком близко. Тои 849b как раз из их числа. Она настолько приблизилась к своей звезде, что год на ней пролетел всего за 18 часов. Ученые также выяснили, что на планете отсутствует атмосфера, а температура ее поверхности достигает 1530 градусов Цельсия. Но уникальный Тои 849b делает даже не это. Планета при огромном размере, примерно с наш Нептун, имеет предположительно каменистую поверхность. В то же время Тои 849b в 40 раз массивнее Земли. Ученые предполагают, что это первый обнаруженный остаток ядра газового гиганта, который потерял всю свою массивную атмосферу. Прямая противоположность хтоническим планетам – миры, которые обходятся совсем без ядер. Эти теоретические небесные тела, состоящие только из огромной мантии. В соответствии с современными моделями, планеты без ядра могут образовываться двумя способами. Во-первых, все железо, содержащееся в объекте, связывается с помощью каменных метеоритов, которые называются хондритами. Подходящие для этого условия возникают, если планета находится далеко от своей звезды, в прохладных условиях. Во-вторых, подобное странное небесное тело может сформироваться при большом количестве свободной воды и свободного железа. При остывании планеты железо реагирует с водой, выделяя оксиды железа и водород. В конечном итоге железо не может остаться в несвязанном виде и опуститься к ядру, так как оно задерживается в мантии. Астрофизики отмечают, что планета без ядра будет лишена и магнитного поля. Кроме того, она должна быть немного больше, чем при варианте с ядром. Но это все теоретически. При современном развитии технологий невозможно точно определить, есть ядро у экзопланеты или его нет. Гипотетической планетой только земной группы является еще один мир. Его скорее можно назвать настоящим адом, причем без преувеличений. Представьте небесное тело, сплошь покрытое океанами раскаленной лавы. Это как раз о таких землях. Их ученые выделяют в отдельный класс лавовых планет. Огромные потоки на их поверхности создает активная вулканическая деятельность или породы плавятся от жара близкой звезды. Такой может оказаться Тои 1807b, которая примерно в 2 раза больше Земли. Она с безумной скоростью крутится вокруг своего оранжевого карлика. Спринтер совершает оборот по орбите всего за 13 часов. Планету разгоняет до невероятных скоростей аномальная близость к звезде, до которой всего 1 200 000 километров.
Для сравнения, от Земли до Солнца более 152 миллионов километров. Исследователи полагают, что миры не формируются столь близко к своим звездам. Скорее всего, они возникают дальше от светил, а затем перемещаются ближе. ТОИ 1807b, по расчетам астрономов, тоже должна была мигрировать к звезде. Сейчас она получает от своего оранжевого карлика в 22 тысячи раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца. В этом случае ее предположительно защищают от такого мощного воздействия толстая атмосфера и каменистая масса. А поверхность планеты должны покрывать океаны или озера расплавленной лавы. Впрочем, предположительно, существуют и планеты, покрытые океанами в привычном нам смысле слова. Такие миры преимущественно состоят из воды, скалистых пород и металлов. В зависимости от расстояния до родительской звезды планеты могут оказаться целиком залиты океаном жидкой воды глубиной до 100 километров. На большей глубине давление становится столь велико, что вода не сумеет сохранить жидкое состояние и затвердевает, образуя какую-либо модификацию льда. Одним из кандидатов в планеты-океаны является суперземля LHS 1140b из созвездия Кита, которая находится в 49 световых годах от Земли. Она вращается в обитаемой зоне красного карлика, и в ее атмосфере обнаружен водяной пар. Если у экзопланеты плотная атмосфера, ее поверхность залита океаном жидкой воды. Но если атмосфера тонкая, то планета покрыта льдом, хотя из ее глубин могут бить горячие гейзеры. Планеты-океаны особенно интересны астробиологам, поскольку их воды могут оказаться обитаемы, а космические путешественники, конечно, с удовольствием поплавают в таком невероятном океане. Впечатлений хватит на всю жизнь. Ну а в конце нашего долгого путешествия давайте осмотрим что-нибудь полегче. Или вообще практически невесомое, как сладкая вата, только в космическом масштабе. Во Вселенной есть такие планеты. Массой они всего в несколько раз больше Земли, но с радиусом превышают даже Нептун. Они выделены учеными в особый класс – суперпафов, то есть пухлых планет. Их атмосфера настолько раздута, что суперпафы выглядят большими и массивными, как Юпитер, но примерно в 100 раз легче. Звездная система Кеплер-51 в этом отношении настоящий уникум. Она обзавелась сразу 3 пухлыми планетами – Кеплер-51b, 51c и 51d. 3 шара сладкой ваты, каждый размером с Юпитер. Так представили исследователи необычных обитателей созвездия Лебедь. Они могли бы плавать в воде и не утонули бы, если бы нашлась ванна подходящего размера. Однако эти планеты являются горячими Юпитерами, которые раздулись от близости к звезде. Так что вместо воды они купаются в океане излучения близкого светила. Что ж, у каждого небесного тела свой вкус. А мы на этом закончим путешествие к различным классам экзопланет. Но домой спешить пока не будем. Давайте еще хотя бы мельком посмотрим на расположение экзопланет в звездных системах. Есть ли здесь какая-то закономерность, чтобы можно было составить классификацию? Когда астрономы изучили этот вопрос, то были просто ошеломлены. В рамках каждой системы планеты по размеру оказались похожи как горошины в стручках. Но это касается чужих звездных систем. В Солнечной все иначе. Юпитер имеет диаметр 142 984 километра, а Меркурий — 4880. То есть они отличаются почти в 30 раз. Хотя и в системах наподобие гороховых стручков нашлась незначительная разница. Их положение в зависимости от размера и близость к звезде международная команда исследователей разделила на 4 класса. К первому, упорядоченному, относится наша Солнечная система. В ней по мере удаления от звезды масса планет увеличивается. Маленькие каменистые вращаются рядом с Солнцем, а большие газовые гиганты и ледяные в отдалении. Ученые считают, что упорядоченные системы – самый редкий класс из всех 4. В подобных упорядоченным системам по мере удаления от светила планеты становятся больше и массивнее.
Только все они настолько мало отличаются друг от друга, что заметить эту закономерность непросто. Как в мире красного карлика ТОИ-700, похожего на Солнце, в 100 световых годах от нас, в его системе вращаются 3 небольшие каменистые планеты, сходные с Землей. По размеру эти миры отличаются друг от друга лишь на несколько процентов, причем их диаметр увеличивается по мере отдаления от звезды. В смешанных системах планеты выстраиваются вне зависимости от размера и массы по отношению к звезде. Такие хаотичные миксы являются самыми распространенными во Вселенной. По оценкам ученых, в их число входит примерно 8 из 10 планетарных систем. Иными словами, хаотических систем очень много, однако лучшего примера, чем система Тропист-1 с 7 планетами, среди них трудно найти. В этом густонаселенном космическом доме все смешалось и перепуталось между собой. Так, по сравнению с самой внутренней планетой, вторая меньше, но массивнее. Третья еще более отстает от этой пары по массе и размеру. Дальше заглядывать не стоит, все равно порядка там не найти. Но почему именно такие системы наиболее распространены, пока точно неизвестно, хотя у астрономов уже много идей. Одна из них гласит, что порядок в системах связан с количеством газа и пыли в протопланетных дисках звезд. В зависимости от наличия строительного материала, небесные тела могут получаться больше или меньше, а место у звезды особой роли здесь не играет. Но есть еще антиупорядоченные системы. Они как бы вывернуты наизнанку. Ближе к звезде расположены большие экзопланеты, а дальше маленькие. Система миниатюрного красного карлика КОИ-961, который в 6 раз меньше нашего Солнца и всего на 40% больше Юпитера, как раз из этого числа. Он тихо кружит по небу вместе с 3 своими планетами. Каждая из них по размеру представляет что-то среднее между Землей и Венерой. Радиус самой близкой к звезде составляет 78% земного, средний – 73%, а внешний – 57%. То есть, отдаляясь от красного карлика, планеты уменьшаются в размере. Ученые, как видим, основательно рассортировали все планеты и планетные системы. Но космос так разнообразен, что новые объекты зачастую не хотят вписываться ни в одну из классификаций. Вот что, например, делать с экзопланетой HR 5183b. Этот гигант, который в 3 раза массивнее Юпитера, не спешит вращаться вокруг своей звезды. Он неторопливо делает один оборот за 74 года. Но странность планеты не в этом. Причудливая орбита заставляет HR 5183b склоняться по внешним границам своей системы, прежде чем ринуться в центр и пролететь на волосок от звезды хозяина, а затем снова вернуться на периферию системы. Это безумное поведение принесло прозвище «планета-хлыст». Его также сравнивают с шаром для сноса зданий из-за его, вероятно, разрушительного воздействия на другие объекты в системе. Трудно классифицировать такую непредсказуемую планету. Что ж, со временем для непокорных новичков наверняка сформируют отдельные классы. Главное, что мы все больше познаем бесконечное разнообразие Вселенной и когда-то сможем отправиться в космическое путешествие на чудесные экзопланеты, которые сейчас за гранью наших самых смелых фантазий.